Ну-с, чем я могу быть вам полезен? Всем привет, народ! Сегодня на обзоре очередной инструмент от Heimerdinger с AliExpress, а именно шуруповерт Heimerdinger LB180. В данной коробке лежит моя, так сказать, большая радость и маленькое-маленькое разочарование. Если брать 100% шкалу, то буквально 1%, который, я думаю, все это дело уладится и будет хорошо. Обо всем по порядку. Не так давно, когда я ждал данный инструмент, мне написал какой-то человек комментарий под каким-то из моих видеообзоров. К сожалению, уже не помню. Будет ли на обзоре, спрашивает, какая-то новая модель Heimerdinger LB180. А поскольку я заказал не 180, а 160, то я ему, конечно же, на полном таком серьезе и пишу, что пока будет обзор на LB160, так как о версии 180 я на тот момент, по крайней мере, когда заказывал, не знаю. Не знаю, может быть, сам прошляпил, а может быть, на момент заказа их еще не было в продаже. Ну и в качестве доказательства открываем AliExpress. Вот мои заказы, Heimerdinger, да. Открываем вот шурик наш. И мы видим, что это шуруповерт 160. Делаем скрин и покажу вам, вот даже увеличу. То есть 160. Да, и огромнейший респект продавцу за то, что он мне положил вместо 160-го 180. Вот поэтому, дорогой мой человек, которому я так ответил, вот вы, наверное, понимаете, что я никак не виноват, ни душой, ни телом. Я ждал 160, я вам ответил, что будет 160. А у нас получился, что будет обзор на 180. Ну что ж, вскрываем, смотрим. И, конечно же, вы спросите, какое же маленькое разочарование. И смотрите, как все это дело у нас приехало упаковано. Все просто по красоте. Давайте я вот так вот подержу все это дело. Я думаю, вы сами поймете, в чем мое тут разочарование. То есть, что в модели 160, что в модели 180, все это дело должно идти в комплекте с рукояткой. Где она? А ее нет. Вот. Поэтому в этом мой такой 1% разочарования. Но все это поправимо. Плюс ко всему я рукояткой очень редко пользуюсь, но пользуюсь. И вот такая вот инструкция нас встречает в коробке. Смотрите, целая эпопея «Война и мир». То есть большая-большая брошюра, в которой буквально все на русском языке расписано, подписано, показано, сфотографировано. Ну вот, что, куда, зачем, почему, что нажимается, что не нажимается. Вот даже какие саморезы, куда впендюривать. Все буквально есть. То есть читайте данную инструкцию, она будет полезна. Во! На сайте видел, тут не заметил. И смотрим характеристики сразу, да? И закончим обзор, наверное, как с фонариком. Ну, я шучу, конечно. Модель у нас 180, значит напряжение 18-21 вольт, максимальная мощность, а тут вот смотрите, интерес какой, то есть 20 вольт они у нас умножили на 60 ампер и получили 1200 ватт. Вот мне стало интересно, неужели при какой-то нагрузке в пике шурик возьмет 60 ампер? Вот ни разу, конечно, мне не приходилось измерять, но я надеюсь, мы с вами как-то проверим вот на моем этом 50-м перьевом сверле по дереву и посмотрим, что там у нас будет в пике. Я думаю, что это пиковое значение, а не, соответственно, рабочее. Скорость вращения 2000 оборотов, патрон 13 мм, частота ударов 2600, крутящий момент 160 ньютон на метр. Друзья, вот сколько живу, не знаю, как в этом шурике измерить без специального прибора, а специальный прибор, обыкновенный динамометрический ключ, конечно же, таким не является. И вот не могу я проверить эти ньютоны. Так, мощность в холостом режиме 60 ватт. Размеры такие-то, такие-то. Все, вынимаем, смотрим. Ну и вот, друзья, наш красавчик шуруповерт LB180. Посмотрите, я обращу специально внимание на качество сборки. Это просто что-то на высоте. Бывает брендовый какой-то инструмент, и там все криво, косо собрано, но зато стоимость его трындец какая. Здесь же все более-менее дешево, и смотрите, какая сборочка. Ну просто не к чему придраться. Ни облоя, ничего. Все просто замечательно. Прекрасная сборка. Heimerdinger опять показывает, что он идет вперед и стремится к качеству. Ну, по крайней мере, в это хотя бы хочется верить. Судя по вот таким вот инструментам.
Так, ну что ж, все, что черное у нас прорезинка. В руке лежит добротно, классно. Имеются, видите, множество вентиляционных отверстий. То есть все должно работать как положено. Но я так понимаю, в эти вот проушины, где нарисованы молоточки, или здесь нарисована рукоятка, фиг его знает, скорее всего молоточек нарисован. Сюда цепляется у нас рукоять, которую я постараюсь выпросить, так сказать, у продавца. Ну что ж, погнали. Значит, патрон у нас заявлен максимальный диаметр 13 мм и минимальный диаметр, вот, к сожалению, видите, в характеристиках 9/16 дюйма. Это будет, наверное, минимальный. Не знаю, нет, вряд ли. Вот такой вот минимальный. Это примерно что-то в районе 1,5 мм. Значит, что у нас есть на борту? А на борту у нас есть кольцо усилий. Значит, от единицы до 20. Вот прекрасно. Прекрасное тактильное ощущение. Смотрите, какие, опять же, обращу внимание, четкие переключения. Не надо нам, вот бывает, надо так вот дослать куда-то что-то, чтобы эта передача, это усилие установить. А так все, видите, щелчки четкие, переключения четкие. Все просто по красоте. Значит, что у нас имеется? Ну, давайте раз кольцо усилий. Значит, режим шуруповерта, режим сверления и режим сверления с ударом. Конечно же, друзья, кто-то спорит, говорит, нафиг в шуруповерте режим сверления с ударом. Я вам честно скажу, что я редко пользуюсь, но пользуюсь режимом сверлением с удара. То есть, если мне надо куда-то пойти, там, в сарай, в гараж, в курятник, закрутить каких-то там дюбель, гвоздика просверлить в бетон, да, спрашивается, нафига мне тянуть перфоратор, когда все это дело можно сделать прекрасно и таким вот инструментом. То есть, это касается диаметров до 8 мм. Если что-то надо больше диаметром, то, конечно же, я тоже не мучаю шуруповерты, а беру перфоратор и вперед. Или надо, допустим, там 20 шестерок впендюрить. Ну, конечно же, уже тут надо брать специнструмент, а именно перфоратор. А так, если 2, 3, ну максимум 4, я беру всегда шуруповерт, там шестерки, восьмерки. И пользуюсь. Давайте поставим мы с вами аккумулятор. Вот такой ТПЦЛ шестерочку. У нас он полностью заряжен для наших экспериментов. Ну, опять же, есть реверс. Я думаю, уже никому не секрет, что-то есть. И есть, конечно же, вот у нас фонарик. Так, что у нас есть из интересных функций? А из интересных функций у нас в данном шуруповерте, друзья, есть встроенный гироскоп. И когда мы, друзья, включим наш шуруповерт, будем что-то мощное сверлить, и у нас сделает вот такой вот заброс, он просто отключится. Смотрим. Вот неудобно мне перед камерой это делать. Видите? Все, он выключается. Давайте еще раз, чтобы вы видели, что кнопка нажата. Все, выключился. Вот, многие спросят, а как же пользоваться, как же им сверлить, когда он все время будет у нас при работе на больших, допустим, диаметрах, где-то что-то будет подкусывать, конечно же, руку выворачивать, но не сильно, и мы можем спокойно сверлить. Как же работать, когда он все время будет выключаться? А очень просто, у нас есть вот здесь вот кнопочка, вот, то есть это у нас режим включен, а этот режим гироскопа выключен, и смело работаем, и он у нас уже не отключится. То есть, опять респект, опять отлично. Не знаю, как это все дело, друзья, работает в каких-нибудь брендовых инструментах, но то, что они впихнули это в этот инструмент, уже, так сказать, радует. И то, что это все дело, конечно же, работает. Так, давайте теперь мы сделаем контрольное взвешивание. Ну, давайте с аккумулятором 6 ампер, то есть берем уже по максам. Смотрим, что у нас тут есть. 2570 грамм. Ну и плюс 30 грамм давайте накинем на какое-то там сверло, там, не знаю, 12-ка, 14-ка. Ну 13 миллиметров, в принципе, да, там сверло немножко будет весить. И получим 2600 грамм, наверное. И давайте без аккумулятора все это дело. А без аккумулятора у нас 1641 грамм.
То есть такая немножко, но увесистая штуковина. Так, теперь читаем характеристики на борту нашего самолета. И видим, что у нас написано. Значит, LB180, 18-21 вольт, мощность. А тут у нас, обращаем внимание, уже не 1200, а 1500 ватт. Не знаю, где ошибка, там или там. Скорее всего, здесь ошибка, так как, ну, там уже и так посчитано на 60 ампер. А 1500 ватт это уже будет на 70 плюс ампер. Что быть в принципе не может. Хотя фиг его знает. Ну, попробуем посмотреть. Скорость максимальная 2000. Это все, что мы с вами читали в инструкции. То есть 13 сверло, 2600 ударов. И гироскоп сенсор Anti-Twist Protection. Так, с этой стороны у нас Heimerdinger 180 Made in China. Вот такие дела. Так, значит, поскольку у нас есть здесь две передачи, две скорости, которые регулируются еще и усилием нажатия курка. Вот, первая скорость, самая малая скорость. Значит, предлагаю как померять? На первой скорости, на первом положении и на максимальном. И то же самое сделаем на второй скорости. Для этого берем патрон. Обращаем внимание, что здесь у нас не электронная блокировка шпинделя патрона, а все это дело механическое, что опять же не может не радовать. Видите, без аккумулятора, без ничего. Вот я разрядил и спокойно все это дело вот зажал без проворота. Ну, отлично. Конечно же, отлично. Так, все, занимаемся измерениями. У нас, опять же, первая скорость. Давайте наш тахометр берем, включаем. И погнали. Первое положение ловлю. Вот, словил. И попробуем измерить. Так как такие малые обороты, положено клеить 2-3 метки, а то и 4. Ну, попробуем. Ну вот, мы получаем первая скорость, первое положение, 100 оборотов. Давайте еще одно измерение. Значения мы получили все такие же. Теперь измеряем максимальные обороты первой скорости. Поехали. Ну, будем говорить 500 оборотов. Следующее. Все тех же 500 оборотов. Переключаем на вторую скорость. Первое положение, то есть самые низкие обороты второй скорости. Поехали. Ну, 370 оборотов. Повтор. Все тех же 370 оборотов. Ну а теперь у нас, мы читали, заявлено 2000 оборотов. Будем смотреть, кто прав, кто виноват. Поехали. И не хватило у нас, друзья, практически 70 оборотов, что я считаю простительно. Второе измерение. Все тех же не хватает. Ой, где оно? Вот, 70 оборотов. В принципе, я считаю, что они вписались в свои же характеристики. Отлично, вырубаем все это дело. И теперь у меня есть такой вопрос. Давайте мы все это дело измерим. Какое потребление у нас просто в холостом режиме. Ну, давайте с головкой и без головки. И посмотрим, наверное, мы с вами, друзья, разницу. Подключаем наш приборчик. Так, как же вам тут показать, чтобы все это было видно? Ну, надеюсь, вот так будет видно. Так, на максах будем мерять и смотреть. Ну что, погнали с головкой. С головкой почти что 6 ампер в холостом режиме. И пиковое значение у нас был заброс до 13,8 ампера, 262 ватта. Вот. Ну и давайте сравним теперь все это дело без головки. Какую роль, посмотрим, дает нам головка. Для этого нам надо обрубить прибор, обнулить показания. Так, ну что ж.
Блин. Когда я уже сделаю сюда нормальную защелку? Никто не знает случайно. Кто знает, отпишитесь в комментариях. Так, поехали. Видите, ток немножко ниже, 15, порядка 5,2 ампера в холостую. И заброс у нас был 13,1 ампера против 13,8 ампера с нашей головкой. То есть, видите, как ощущает вес наш шуруповерт. Ну и 250 ватт. Все, друзья. Теперь разбираю и смотрим, что у нас там за устройство. Так, значит, смотрите, первым делом открутил данную крышку. Крышка, блин, такая увесистая, что я решил продемонстрировать даже вес вам вот этой крышки. Так, надеюсь, бликов нет. Смотрите, сколько эта крышка весит. 70 почти грамм. О, 70 грамм. То есть такой монолитный хороший кусок металла. Все раскрутил, разобрал. Значит, 14 маленьких саморезов у нас собран корпус. Ну и 4 вот таких вот больших. Маленькие саморезы. Эх ты, куда ты скачешь? Маленькие саморезы Torx 10. Вот эти побольше, которыми прикручен редуктор Torx 15. Пробуем снять редуктор сразу. Редуктор не снимается. Значит, делим корпус пополам. Как говорится, тебе половинку и мне половинку. Это замечательно. Клянусь Богом. Делим корпус пополам. Ага, подели, попробуй этот корпус пополам. Когда он нифига никак не делится. Хоть убей, не знаю, что я тут не открутил, что ли. Все вроде бы открутил. Но нифига у нас, друзья, не разбирается. Не разбирается, потому что, видимо, редуктор заходит в редуктор корпус. Не знаю, как я буду собирать. А, вот, все, разобралось, все как бы налегке. А, и смотрите, у нас опять же корпус, видите, даже не было заметно. Корпус из 4 частей, то есть батарейная часть из 2 частей, ну и сама рукоятка. Ну, вот корпус у нас из 2 частей. Пластик. Смотрите, какой толстезный, сколько здесь всяких перепонок, перемычек, перегородок. И, соответственно, которые являются ребрами жесткости. Вообще не шатается. Вот немножко тут вот прокручивается, типа рукоятка. Зачетный пластик. Опять же, видите, вся резина пропаяна на сквозняк. Зачет, ничего не могу сказать. Так, и эту часть нам надо как-то вскрыть. Во. Эту часть вообще можно убить. Вообще толстезный пластик. Шикарно, зачетно, почетно. Ну и что? И смотрим, что у нас да тут, да как. Так, переключатель наш должен как-то сниматься. Давайте вам покажу. Вдруг кому-то что-то будет тут полезно и интересно. Вот что-то не могу я его снять. Давайте, наверное, снимем редуктор. Вот таким вот макаром. И потом посмотрим на кнопочку. А кнопочка типа а-ля защелкнута. Ну, ее можно снять, но я этого делать не буду, так как просто не вижу смысла. Вот. Вся конструкция нашего переключателя. Значит, друзья, опять же, в редуктор я не полезу. Просто никакого смысла не вижу. Есть у нас там, видите, такая смазка слоновой кости. Она там есть. И есть ее там, в принципе, наверное, прилично. Да, на шестернях есть. И везде есть. Ну, короче, при сборке я посмотрю. Может быть, капельку сюда смазки я добавлю. Своей синей. А может быть и нет. Значит, тут я разбирать ничего не буду. Смысла в этом нету. Единственное, сейчас возьмем штанген и померяем движок. Ну, опять же, движок на глаз 50 с 26 ротором. Итак, обычно я начинал обзоры с измерения. Так, обнулено. Все отлично. С показа контроллера. А сегодня давайте мы сделаем, соответственно, из показа двигателя. Разберем его для начала. Ух ты! Вот такой конфигурации у нас ротор. Вот такая вот шестереночка. Ну и, соответственно, видите, на подшипнике. Даже на подшипнике имеется смазка. Вот забросила. Ну, я так думаю, что здесь будет размер не иначе 26 миллиметров. Видите, все в точности. Все, как говорится, по стандарту.
Люди часто просят померить. А что тут померить, я уже и не знаю. Давайте подшипничек. 16 миллиметров. Этот подшипник будет точно такой же. Ух ты, как приклеиваешься. Тоже 16 миллиметров. Давайте от конца до конца тоже, вдруг кому-то будет интересно. 63 и 22. По металлу давайте прикинем, хотя бы по металлу. Ух ты, клеишься-то как. Ну вот, что-то я так поймал. 21 миллиметр, видите, ровно. По металлу. И с блин ты. И с этим пластиком, с металлом 25 миллиметров. А вот больше тут измерять я не знаю чего. Но опять же, давайте диаметр крыльчатки 45-16. И на этом, наверное, все. Проточку это кому надо, я не знаю, латунную. Думаю, никому она не нужна, но 19-14. Вот. Ну и движок у нас получится 50 миллиметров. Я так понимаю. Ну, тут поболее. 52,3. 52,3. А так, если померить, 52 миллиметра. Это уже у нас не 50. Вот поэтому движок какой-то вроде бы другой. Маркировки, к сожалению, я нигде, друзья, не вижу. Ну, вот какой-то другой. Так, и давайте уж тогда померяем провод. Вот в этом районе у нас идет одиночный провод. Мы его с вами и померяем. Так, штанген в нолях. А не одиночный, тут двойной провод идет. А где ж найти одиночный? Вот тут вот одиночный. Вот здесь будет 1,3 миллиметра, видите. Ну, конечно, все под лаком. Давайте в другом месте. О нет, там я что-то уже цепанул с пластиком. Вот как-то так. Тоже бред. Где ж тебя удобнее померить, дружище? Ну, только в этом районе, где я и мерил. Вот самая такая четкая точка. Уже 1,4. 1,4. Фигня какая-то получается. Где ж я мерил тогда? Может быть, здесь? Да. Нет. Короче, друзья, извините за такую задержку, но видите, здесь я не могу померить виток. А тут что нам покажет? Ну вот, да, 1,2 миллиметра провод, в принципе, и здесь показывает. 1,2. То есть без лака, возможно, будет просто 1 квадратный миллиметр. Ой, 1 миллиметр диаметром. Так, дальше смотрим, что у нас есть. Что у нас есть? Есть у нас, светодиодик. Как всегда и как обычно. Ну и давайте посмотрим здесь. Опять же, друзья, движок, бесщеточный, понятно, да? Трехфазный. Фазы все подходят к нему, соответственно, силиконовыми проводами. По крайней мере, вот цветные с контроллера, которые выходят. И этот вот беленький. Ну и вынимаем все это вот дело. Вот такая у нас площадочка. Значит, токосъемник под Makito. Пайка что у нас собой представляет? Ну, в принципе, отличная пайка. Никаких проблем я здесь не вижу. Контроллер тоже стандартный, но видите, в данный контроллер уже у нас встроен. Вот этот вот гравитационный датчик, да. Вот модель контроллера. Кто-то писал мне, что тут всегда стоит только дата, но здесь не дата, а здесь модель. По крайней мере, в этом экземпляре. Вот, никакого гироскопического датчика, видите, мы сверху не увидели. Походу, все это дело вмонтировано у нас уже в контроллер. Если, друзья, я ошибаюсь, так как здесь больше ничего я не вижу, тут ничего отключить, соответственно, наш шуруповерт не сможет. Вот, если я вдруг что-то ошибаюсь, то пишите в комментариях. Но я думаю, что я не ошибаюсь. Все вмонтировано у нас в контроллеры. Все, собираю в обратном порядке, соответственно, и пойдем с вами что-нибудь там посверлим. Начинаем эксперимент. Значит, смотрите, что будем делать. Будем крутить
Два бруса по 10, 200 миллиметров. Вот такой глухарь 200 миллиметров. Будем пробовать завернуть. Значит, смотрите сюда. Второй телефон, ну и, собственно говоря, ваттметр. И эту картинку я вклею на основное видео куда-либо. Так, сюда поставим вот эту камеру. Надеюсь, что-то, друзья, будет видно. Так, все у меня подключено. Значит, давайте первую скорость, наверное. Режим сверления. Вот. И погнали. Дойдем примерно, пройдем один брус, потом расскажу, что дальше попробуем. Поехали. Так, видите, как налегке все зашло, даже брус лопнул. Ну, ничего не поделаешь, другого ничего нету. Сейчас берем динамометрический ключ, режим пик-топ и попробуем с динамкой до конца дожать. Что получится, не знаю. Вот такой вот интересный эксперимент. Так, на ключе у нас 0. Надеюсь, вам видно. Так, а вот это вам показывал, и у нас все съехало. Ну, вот так. Так, поехали дальше. По самое не балуй загнал. Смотрим, сколько здесь. Ну, а тут фигня какая-то. 23 с чем ньютона. Брус полностью лопнул, то есть как-то даже и не интересно. Ничего особо мы тут с вами, наверное, и не проверили. Но видите, как он налегке загнал вот этот вот глухарь. Попробую выкрутить. Угу. А выкрутить у меня уже не получается. Вот как-то так. Что у нас было по току в пике? К сожалению, очень плохо вижу. Но, друзья, вы посмотрите сами. Хотелось бы, конечно, его выкрутить, но не получается. Давайте-ка я принесу еще один глухарь, и мы его еще раз закрутим, попробуем. Так, еще один глухарь 200 миллиметров, и вот сюда ближе к центру попробую его впендюрить. Что у нас получится? Поехали. Так, там видно все на второй камере. Короче, никакого особо напряга вообще нету, друзья. Так, это мы сбросим. Нули. Напряга вообще нету, как все равно не знаю. Крутит что-то вообще легкое. Дальше не буду. Я выключил, кстати, вот этот режим остановки. Вот. Что у нас тут по максам? А вот тут, друзья, да. Пиковое значение порядка 100 с копейками ампер. Вот это фокус. Вот это фокус. Так, ну вы все, в принципе, видите сами. Так, теперь давайте включим режим гироскопа, гироскопический датчик. И попробуем. И попробуем вот этот рывок. Помните, как в прошлом обзоре меня вырвало и он упал? Ну, не он, а другой шуруповерт. А здесь попробую. Даже пробую одной рукой. Ты смотри, даже дерг и все. Даже ни малейшей попытки покрутить. Оп, остановился. Но руку не завернул. Еще разок. Ой. Опять остановился, видите? Я его включил. Еще разок. А теперь я буду держать двумя руками и попробуем на гироскопе этом крутить. То есть, видите, все работает просто отлично и шикарно. Так, надеюсь, все эти токи вам были видны. Вот. На этом первый этап закончен. Сейчас пойдем, наверное, все-таки 50-м сверлом посверлим чего-нибудь. Но там усилие, я думаю, будет небольшое. Хотя, наверное, мы будем сверлить с вами прямо здесь. Потому как по-другому никак.
Ох ты! Горячий. Просто горячий. Так, для этого отключаю опять же режим гироскопического датчика. Давайте еще раз загоним глухаря с динамо-ключом. Второй раз загонял, нифига не посмотрел, положил и поехал дальше. Вот это прикол. Поэтому еще разок. Давайте, наверное, будем гнать его сначала сразу на динамке. И не забудем посмотреть. Заодно посмотрим итог тоже. Так, здесь у нас 0. Вот, в другую сторону, по центру тисков даже. Ну что ж, погнали. Так, нам только надо первую скорость, а не вторую, конечно же. А то будет проблема. И режим сверления. Все, погнали. Все, дальше не буду. Снимаем и теперь уже смотрим. Ну тоже фигня. 30,5 ньютона. Полная фигня. Вы видели, саморез идет, считай, налегке. И что у нас по току? Тоже свыше 100 ампер. В прошлый раз было 120. Да, такой вот малыш и столько в пике кушает. Просто удивительно. Иду брать сверло. Так, отключу эти все значения, чтобы у нас был сброс. Так, сброс. Приборчик наш включился. Отлично все. Значит, опять же, 50-е сверло. 50-е. И давайте будем пробовать сверлить. Так, там у нас видно. Все отлично. Ну что ж, погнали. Сверлю не в отверстии, а на новом месте, в принципе. Поехали. Так, и у нас... Ну, давайте на первой скорости, потом переключим на вторую. На первой скорости вообще шикарно. Что у нас там по амперажу? Вы прекрасно видите, я слабовато вижу. Ну и что, вторую скорость, посмотрим, что на второй скорости. Фу, на второй скорости вообще как масло, как в масло. Просто, друзья, замечательно. Значит, сейчас покажу я свой старый шуруповерт. Вот мой старенький шуруповерт. Надеюсь, вы его все помните. Это у нас LB176, по-моему. Вот. Какой в нем минус? Это то, что у нас нет здесь блокировки. Вот патрон просто крутится. Поначалу была электронная блокировка, но и потом она как бы пропала. То есть все сразу крутится. Никакой блокировки вообще нет. Но отработал, как говорится, верой и правдой. До сих пор работает. Ну, на замену ему будет у меня теперь новый инструмент. Ну, а сейчас пойдем и уже без этих датчиков, без ваттметров попробуем просверлить мой бордюрный камень. Итак, в эксперименте участвует сверло на 8 мм. Других сверл под, так сказать, простой патрон у меня нету. Вот остальное все под перфоратор. Ну что ж, установили в режим сверления с ударом. И, как всегда, будем использовать мой кусок камня подопытный, кусок дорожного борта, пропаренный, прожаренный, проваренный. Так, на второй скорости, или давайте на первой попробуем, посмотрим, как оно все будет, потом на второй добьем. Поехали! На первой идет, но медленнее, нам надо быстрее. Переключили вторую скорость и попробуем на второй. Поехали. Вот, загнал по самое не балуй. То есть, друзья, агрегат просто классный. Ну что, народ, подведем какие-либо итоги по данному шуруповерту. Шуруповерт меня просто удивил. Значит, во время съемки видео вот эти вот циферки маленькие на этом маленьком приборчике я уже с близкого расстояния плохо вижу. Но когда я посмотрел отснятый материал,
Я просто офигел. 120 плюс ампер. Вот спрашивается, откуда здесь 120 плюс ампер? Плюс вы сами видели, как он крутил эти глухари. И я бы сказал, он еще крутил, ну, на процентах, наверное, 50-60 своей мощности. То есть запас у него еще, друзья, есть. Ну и, конечно же, плюс это вот система гироскопического датчика, то есть гироскопической остановки. Это просто обалдеть. Китай подходит к брендовому инструменту. Ну, не знаю насчет всего Китая, но в частности Heimerdinger опять, друзья, меня поразил и удивил. Просто замечательный инструмент. Сборка идеальная, работа идеальная. Конечно же, не скажу, что будет со временем, но судя по моему старому шуруповерту, который по сей день работает четко, отлично, без всяких сбоев, то и эта машинка будет работать четко. Вот. Выбор, конечно же, за вами. В тесте был использован аккумулятор от TPCell на 8 ампер-часов на элементах EV40PL. Ну, взял, дабы выжать все соки из данного шуруповерта. В принципе, у меня это даже и не получилось, хотя мы получили с вами 120 ампер. Вот, значит, друзья, все тестики эти с саморезиками, там, с этими лесенками я решил нафиг опустить. Смысла в этом я просто не вижу, вы сами понимаете. Значит, у нас режим шуруповерта, первое положение, первая скорость нажатия курка. Видите, даже не применяю никаких усилий. В то время как на 20-ке хрен его остановишь, извините за выражение. То есть все саморезы от микроскопического до, вот видите, глухаря на 200, он спокойно будет крутить. Конечно, хотелось бы какую-то твердую древесину, чтобы при закручивании вот этого вот глухаря он остановился, вырубился, что-нибудь хотя бы, чтобы вырубилось из этого на серединке и посмотреть уже реальную конечную мощность данного инструмента. Но что имеем, то имеем. Вот, значит, могу смело рекомендовать. Конечно, никоим образом не хочу обижать там любителей брендового инструмента. Каждому в этой жизни свое. Ну, а я выбираю вот такой вот не совсем дорогой Китай. В частности, Heimerdinger. Все, народ. На этом всем спасибо. Надеюсь, был полезен кому-то. Пока. Туди я вов качель.